они не могли, не знаю, передвигаться, то есть выходить за рамки населенного пункта, куда их поселяли. Их просто на 20 лет отправляли в лагерь. А если они говорили на калмыцком языке, это тоже доносилось? Да, но это один из таких измерений, которое было признаком, да, то, что они только говорят на калмыцком, значит, они там что-то размышляют неладно. Получается, это было очень много агентов КГБ внутри спецпоселения. В чем бешбармак это неправильное? Я росла в казахстанской среде, и я никогда в своей жизни не слышала, что это был бешбармак. Советские убрали, но новые не успели выпустить. Еще плюс мой отец, он был ярым коммунистом, а потом, естественно, он стал националистом. Так нельзя их извращать, это же не водка, чтобы люди ее извращать. Поэтому я против, чтобы говорили бешбармачничает. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Одеколон». Баштан-башта. Сегодня у нас прекрасный гость Алия Болотхан, историк. Алия, хочешь представиться? Да, спасибо за приглашение. Меня зовут Алия Болотхан. Я работаю научным сотрудником Института истории при Академии наук Республики Казахстан. Мой исследовательский интерес заключается в как изменялись пути питания, особенности постсоветского пространства в советский период. То есть я смотрю не только Казахстан, но и другие страны, которые, если это как-то соприкасаются в связи с региональными расположениями, да, или какие-то другие вопросы. И самый главный фокус на данный момент я пытаюсь понять, как вообще советский период в связи с этнодемографическими изменениями менялись наши пути питания в советском контексте, вкратце. И еще я занимаюсь темой репрессий. Это один из таких моих исследовательских интересов именно в системе спецпоселений. Так как это период очень мало исследован, наверное, я могу еще сказать, что это такое попозже. Нет? Да, конечно. Или сейчас. Мне кажется, все это очень сильно связано, да? Да. Мой фокус, я рассматриваю это экологично с точки зрения советский период в Казахстане было очень много то есть очень много движений демографических, особенно в связи с сталинскими репрессиями, когда целые народы депортировались в связи в контексте сталинских репрессий 20-х, 50-х, еще были кулацкие репрессии, да, потом тыл, Целина, да? Как? Целина. Да, Целина, о боже мой. Я начинаю на казахском, да, что-то путать между. Это учесть. И в связи с Целиной очень много было движений, в период войны очень много было тоже демографических движений, именно там мобилизация была, да, и получается очень короткий срок территория Казахстана, Центральная Азия, она пережила большие изменения, и в условиях советской унифицированного меню, да, когда все должны были по одному образу жить, как это все с друг другом соприкасалось, есть ли там вообще следы взаимовлияния, особенности фуд-культуры, то есть культуры питания, да, и это очень так взаимосвязанные вопросы, поэтому у меня фокус именно послевоенные 10, то есть 15-13 лет, это именно режим спецпоселения, такая узкая тема, когда мы все знаем сталинские депортации, целые народы были депортированы, но мало кто знает, как они, эти депортированные, жили в условиях спецпоселения после депортации, да, то есть мы все говорим, что очень было тяжело, в целых народов там в ужасных условиях, в вагонах, да, транспортация шла, и очень много было потерь, но очень мало говорим про как последующие после депортации 13-15 лет они жили, и
забываем, что они жили в условиях спецпоселения. Спецпоселение — это была специальная система, когда после депортации эти люди не переставали быть репрессированы, они жили под наблюдением. И эта система, которая контролировала, да, их поведение, жизнь, полностью адаптацию на местах поселений, она называлась спецпоселение. И я больше смотрю, как отдельные этнические группы имели опыт спецпоселения, потому что это все зависит от региона, от этнической группы, от вообще других многих факторов, как они по-своему переживали этот опыт, и она очень отличалась. И, например, у нас в Казахстане очень много, например, количественно, да, вот немцы по этническому признаку были депортированы, вот с Кавказа, калмыки, крымские татары, но у меня такая специфическая такая маленькая фокус, это на депортированные калмыки в условиях спецпоселений в Алматинской области, потому что это невозможно, да, вот рассмотреть все сразу, весь Казахстан или наоборот весь какой-то другой этническую группу или народы, да, и чтобы не обиделись. И поэтому у меня вот крымские татары и калмыки в условиях спецпоселений именно в Алматинской области. Регион тоже имеет значение, потому что Алматинская область могла отличаться от, например, Кызылординской области, где вот другая группа калмыков поселялась. И поэтому сейчас, на данный момент, у меня фокус, как в условиях спецпоселений депортированные калмыки, как спецпоселенцы жили, какой у них был опыт, и как вообще в условиях ограничений режима, потому что они не могли, так как их обвинили коллективное изменение Родины, они чувствовали себя постоянно ущемленно, потому что сам по себе статус спецпоселенца это был клеймо, да, и в этом режиме спецпоселения не могли говорить, что они калмыки, они не могли говорить, что историю свою не могли изучать, на своем языке не могли говорить. Не могли поступать в определенные вузы, да? Да, это как бы само по себе, что дети спецпоселенцев не могли поступать в вузы Алматы или там других крупных городов, но в условиях Казахской ССР они могли поступать в вузы Алматы и особенно национальные, то есть, например, Казну и там другие, да, то есть там тоже были такие специфики в зависимости от кейса, и они не могли выбрать свое место работы, и они не могли, не знаю, передвигаться, то есть выходить за рамки населенного пункта, куда их поселяли. Если они хотели выйти, они должны были специальное разрешение получить, и если не получали и они нарушали вот этот режим, произвольно покидали свои места поселения, их просто на 20 лет отправляли в лагерь. Да, это было очень жесткой мерой с 1948 года действия, потому что до этого, когда спецпоселенцы их поселяли, очень много было побегов. И объясняется тем, что чтобы предотвратить такие моменты, режим принял такие меры. И до смерти Сталина 1953 года, получается, вот с 1948 до 1953 года был там самый жесткий период спецпоселений. И у меня такой фокус временной, что с 1948 по 1953, да, когда самые жесткие правила урегулирования, да, действовали. И плюс я просто рассказывала про историю, про традиции, да, они не могли вот это все практиковать, и я пытаюсь понять, как в условиях вот режима ограничивания и человеческих прав, да, не только вот гражданских прав советского человека, а как они пытались найти или там связать свою идентичность через еду. Потому что если они собирались и пели калмыцкие песни, могли их просто не арестовать, но просто за ними всегда был контроль, то есть surveillance, да, наблюдение, да, и люди, осведомители или агентурные донесения, они всегда файлы очень полны записи, они собрались, пели калмыцкие песни. Это уже как антиобщественное, и они могли очень строго следить за своими действиями, чтобы лишний раз на них не доносили, чтобы на них там лишних не было дополнительных упреков, да, обвинений, которые могут на критический момент послужить как дополнительная причина для дальнейших наказаний и так далее, потому что спецпоселение это, конечно, сравнительно с лагерной, например,
это очень никому не хочется, да, дальше быть конечно, репрессированным. И они поэтому, еду, особенно повседневную, мало кто мог, наверное, наблюдать, и она, наверное, не была в листе, допустим, каждая агентурно-разведывательная система, которая работала среди спецпоселенцев, да, у них же всегда есть инструкции, в инструкции говорит, там, пели ли они вместе, там, собираются ли только калмыки, там, если это микс... Надевают ли они одежду калмыцкую? Да, то есть, если это микс группы, да, когда они там собирают что-то праздновать, например, там, 8 марта, который нужно праздновать, да, это нормально, а если там они просто гости принимают, и там одни калмыки, это все тоже дополнительные причины. И там... А если они говорили на калмыцком языке, это тоже доносилось? Да, но это один из таких измерений, которое было признаком, да, то, что они только говорят на калмыцком, значит, они там что-то размышляют неладное, там, что-то они там передают какую-то информацию, которая им... У меня по этому поводу два вопроса. Как хорошо была развита агентурная работа? Получается, это было очень много агентов КГБ внутри спецпоселения? Нет, люди доносили на друг друга. Но это было очень такое развитое, много людей было. Да, там получается, это очень интересная, опять-таки же малоисследованная тема, потому что, например, судя по исследованию про немцев, да, мы не можем рассматривать кейс калмык, потому что там есть культурный контекст, и там была группировка, допустим, там агент, как вообще само по себе интересная тема, как агентурно-разведывательная система работала, там были осведомители, там были агентурные донесения делающие люди, да, которые там которые сами калмыки? Нет, там, знаете, была такая группировка, например, калмыки входили... кавказской группы калмыки, они друг друга, турки, калмыки, и чеченцы. Получается, да, они на местах расселения же не изолированно жили, они жили среди других. И система так работала, что очень много, например, осведомителей из ряда спецпоселенцев, например, из турков-месхетинцев, допустим, да, условно, или там из чеченцев, да, например. И наоборот, калмыков, и среди калмык вербовали других, которые наблюдали за ними. И они, да, между собой как соседи разговаривают, потом говорят, вот, у них такое настроение, они там не сеют огород, потому что он там сказал, типа, вот, скоро нас отпустят, и не будем зря тратить, в общем, свои силы на огород, допустим, да. И вот так работала система, то есть очень такая... Заставляли доносить друг на друга. Да, и вообще интересно, например, за эту работу они получали определенные привилегии. Ну, это, конечно, очень опасная тема, что говорить на паблик, да, но все равно же люди будут читать, и мы должны знать, да, как вообще работало, и люди, везде есть люди, и всегда ты часть вот этой системы, где ты, или пространства, где ты, например, живешь. И получается, если человек обучался в Алмате, будучи спецпоселенцем, скорее всего, у него родственники служили очень хорошими агентами для системы, потому что это путевка как бы яркое будущее, потому что, всегда же, да, это как бы такая печальная новость. Это просто показывает, насколько был ужасен этот режим, что... О, да. Они, во-первых, создавали какие-то загоны для определенной этнической группы, коллективно их в чем-то обвиняя, следили за тем, как они живут вообще, и живут ли они по норме, а потом давали привилегии тем, которые доносили друг на друга. Да, и вот так система работала. И здесь нужно отметить, что я, например, все, что я сказала, это касается контингента более наказанных народов. Да. То есть это в литературе так принято говорить, наказанные народы — это целые народы, которые были наказаны на основе своих этнических принадлежностей, да, или там национальной. Это вот те. А есть еще другие спецпоселенцы, например, кулаки, или там власовцы, или, не знаю, указники, да. И получается, у каждой категории группы, да, то есть каждая категория группировалась, и эта группа действовала, то есть разделяла между собой определенные законы, требования. Например, кулаки, их дети имели больше возможностей. Например, когда они достигали 16 лет, их просто не брали в спецучет, например, да. А среди наказанных народов просто ты калмык или там просто ты немец, тебя просто автоматом после достижения 16 лет тебя
записывали. Хотя ты, например, мог в Алмате закончить школу, да, и уже душой и телом, головой, да, всеми составными, да, ты там уже продукт советской системы, да, образования, общества. Но так как у тебя лицо не меняется, и у тебя национальная принадлежность не меняется, тебя просто автоматом приписывали туда. И очень много писем, когда дети говорили: я вот образцовый пионер, я вообще не знала, я шоком обнаружила, что там я спецпоселенец, там, ну, как бы, да, вот очень много писем Сталину от детей, потом, ну, это такая тоже печальная новость, и что ты даже не имел возможности на светлое будущее только в связи с тем, что тебя просто когда-то решили коллективно обвинить там, в предательстве, да, и предательство — это тоже очень интересная тема, например, вот западные вообще исследования, которые существуют, у них, например, в постсоветских исследованиях есть один такой постсоветский подход, да, интерпретации, и там как бы таких очень похожие, и очень осторожные и в какой-то степени очень противоречащие какие-то объяснения, почему всегда, ну, их там посчитали, что они должны быть наказаны, да. И всегда указывают на какой-то закон, ну, не на тот закон, который подписан, да, указ, да, Сталином, и где там формально говорится, что они должны, например, калмыки должны всех калмык там переселить в южные края, там, восточные края Советского Союза. Это Сибирь в основном, и один эшелон Аральск, Казарду, да, отправили. И получается, ну, я просто, как бы, было такое объяснение, Терри Мартин, он писал, что, да, там, знаменитый в своей статье, которую там все цитируют, он говорит, что, ну, да, это как бы такой был историческая вражда настроена, то есть имидж определенной нации или народа перед советскими властями, да, это уже как бы Сталин тот период, и они, ну, как бы в связи с их историческим вот имиджем, просто это был такой период войны, и никто не хотел рисковать. И посчитали, что вот их нужно, да, вот... Целые народы, целые комьюнити, да? Да. И он говорит, что, да, вот это там доказывает, что вот там отношения такие были такие, но, возможно, калмыки были исключением, как, да, например, потому что дагестанцев же с севера не числили, хотя это тоже как бы одна локация, если мы говорим про, например, да, по такие причины. И потом другие исследователи добавляют, что, ну, хотя там калмыки тоже период там коллективизации, очень, так как это были намады, очень много было сопротивления и установления советской власти. И еще плюс, ну, у меня был такой опыт рассмотреть вообще, как взаимоотношения, да, и калмыками, это, например, Сталин говорил, что с ними рисковать нельзя, потому что есть связь с Тибет, Китай, да, и это будет пагубно, хуже, чем украинский кейс, и он говорил, что, то есть у него было определенное видение, и еще плюс дополнительно, например, когда был колониальный период, было очень много кейсов, например, пытались калмык, допустим, вкладывали очень много денег, пытались их превратить в казачество, да, то есть, например, Семиречье, сколько было, когда вот эти все ситуации происходили, около, по-моему, если не ошибаюсь, 4000 калмык, они пытались Семиречье казачье войско включить, и очень много денег вкладывали чтобы их ассимилировать. Да, жилье, чтобы, ну, еще на какие-то пособия давали, чтобы в какой-то момент они могли прокормить себя, пока там обучаются и полностью будут, например, да, служить в рядах казаков. И получается, из 4000 человек осталось только 500. Они все не могли... Ну, то есть не захотели, они обратно откочевали, там убежали, и получается... И тогда еще говорили... Ой, столько денег, о боже мой, что за проект, what a waste of money, да, и неблагодарный, то есть такой был тоже вот в царский период очень много моментов, то есть, я понимаю, что, например, Семиречье это такая локация, да, и у нас, ну, это все равно, даже если казачье войско,
казачьей станицы, да, все равно это был земля казахов, да, например, да. Сакральная земля казахов, которая была колонизирована, да. А казахи никогда, вот все джунгары, ойраты, это для них всегда был калмыктары, калмыки. И хотя сейчас нынешние калмыки, которые там, начиная, да, сколько, 17 века, там уже живут, все равно это как бы одно такое, представитель одной группы, да. Но это тоже такая историческая травма, все-таки. Это историческая вражда, и она постоянно через историческую память освежалась постоянно, потому что у нас, если смотреть казахскую историю, там очень много фокуса советский период и сейчас, и вообще уделяется на казахско-джунгарское, да, вот войны. И я так думаю, что там есть фактор, что они просто не захотели и знали, что там есть и вот эта система колониальная, еще плюс их хотели превратить в казачество. Казачество это им строили школы, и плюс обязательно был фактор взятия религию, то есть конвертироваться в религию. И совокупность, наверное, ни один вольный народ не захочет там просто при первой же возможности обратно, но для империи это был такой амбициозный проект, и они говорили, только маленький, да, 4000 человек, но для тех времен, вот это только один кейс, и я вот собираю такие кейсы и говорю, что исторически в связи с этими многими факторами они всегда имели образ то есть людей, которые не могли быть доверенными, да, тоже, например, про это и Ходорковский тоже писал очень много, что вот, историк Ходорковский, не политик. Да, историк, он писал там между двумя мирами, да, когда встречаются два мира, но он писал там про присоединение калмыков, да, вот, к Российской империи. И я вот аргументирую, что да, нет, калмыки не были исключением, они всегда, Сталин всегда был хорош исторически, у него там было всегда хорошее знание, он там понимал, кто, да, и он говорит, что калмыкам нельзя доверять. И это вот что-то новое, которое я там... Ну, по-моему, Сталин никому не доверял. Я не знаю, других я не исследовала, но все равно, конечно, когда ты смотришь, например, чья кухня больше, это Сталин или не, или окружение, да, то есть там тоже можно, там, какие у него были благосклонные отношения к какому-то, но все равно он же себя строил как вождь, да, вот вождь России, русских, России, Российской империи, как наследник, и вот калмыкам было вот такое в связи историческим образом, их опытом, продиктованным опытом, их просто решили, мы не можем сейчас рисковать, и они должны быть в листе наказанных народов. И получается, в Алмате там другой кейс. Там, например, Арал было вот 42 или 41, да, эшелон всего, когда вот массово депортировали калмыков. И получается, там еще им плюс не повезло, это была зима 1943 года. А, например, крымские татары, их депортировали летом, то есть август, по-моему, это был август. То есть это еще их как бы, да, вот Центральная Азия, да, в основном, как в Узбекистане. Ну, все равно для них это большая травма, да. Нет, я не обесцениваю ничего. Да, но летом легче ехать. Да, но вы представляете, просто их там, главное, 4 края в основном области и Сибири, зимой, в декабре, ужасных условиях, они должны быть 2-3 недели, в зависимости от где находится место поселений будущее, их транспортировать, сама транспортировка, это вообще, наверное, было, я просто думаю, это как бы дополнительный фактор, который очень повлиял, да, вот, на возможность, что ты выживешь или там переживешь нормально. Конечно, летом тоже там жарко, вот это все никто не отрицает, но я просто так как я исследую калмыков, мне хочется вот это все отмечать. Но крымские татары тоже, да, там другие моменты совсем, что им там земли не отдавали, да, то есть не вернули обратно. И до сих пор Крым оккупирован. Ну да, и про это никто там, да, не говорить, да, что особо не говорим, особо не исследуем, потому что это такая тема сейчас не политическая, но просто, не знаю, может быть, мало потенциальная, потому что если ты исследуешь немцев, их было очень много, и очень много возможностей получить какие-то финансирования, например, за рубежом, да, немецкая сторона, постоянные фонды, там, память, вот это все. Если корейцы исследуешь, то же самое, есть количество, есть потенциальная возможность, например, если бы меня вообще, думаю, что как и исследователь, я вообще
недальновидящий, потому что у меня нет возможности не получить в связи с количеством, во-первых, их было очень мало, и калмыков, и крымских татар, да, в Казахстане. И откуда я возьму? Кто мне даст деньги, да? Казахстанская страна нет, у нас есть свои приоритеты, допустим, да, а есть Россия или там калмыки, нет, это получается такая вот вообще не перспективная с точки зрения карьерных возможностей темы, но очень мне интересно было с точки зрения, что вот как в маленьких группах, то есть и еще плюс тот факт, что со стороны казахов тоже был вот этот настрой, да, недоброжелательный, особенно к калмыкам. И я вот пытаюсь посмотреть, правда ли это, ну, как бы, правильно ли вообще я мыслю в эту сторону, задавая вот этот вопрос, потому что есть возможность сравнивать, например, с крымскими татарами, да, ну, потому что они там более мусульмане, ну, вот нету такого там опыта исторического, который могла бы. А вот возвращаясь к Алмате, вот к калмыкам в Казахстане, получается, там один только эшелон был отправлен в Аральск, потому что, ну, решили, что они будут полезными для рыбопромышленности, да? Или как это правильно называется? Рыбной промышленности. И они сказали, что да, один только эшелон, там, по-моему, около, не по-моему, а вообще там варьируется от 2500, вот так, не больше. И это один эшелон. И в Алмате, Алмата никогда не было местом их спецпоселений. И это меня очень заинтриговало, потому что Алмата никогда не было ничьим местом спецпоселения, потому что спецпоселения это их обычно отправляли в дальние края, где нужны трудовые ресурсы. И их обычно, то есть сам по себе город, он же, это же военные годы. И там был большой уровень мобилизации, даже сами казахи не могли, да, в Алмату попасть, там, вузы и так далее, это были такие тяжелые, да, тем более военный год, это Алмата была одна из таких мест, где вот всех мобилизировали, все там, ну, многие советские были представители, да, вот, многих сфер были здесь, жили, и вот переждали, пока вот война закончится и восстановит, например, да, и мне вот интересно, Алмата была столицей, то есть центр Алматинской области, и тогда была Алма-Ата, и я так думаю, как вообще спецпоселенцы, группа калмык, которые были наказаны на основе вот за предательство Родины, Советского Союза, они оказались в Алмате, еще плюс они по количеству были номер второй по всей республике, то есть сначала по количеству был вот Кызылорда, потому что, ну, туда вот специально переселяли и отправляли один эшелон, а потом Алмата. И мне интересно было, как они вообще появились, я начала больше фокусироваться на этой группе. И так получилось, что они, во-первых, очень старались перебраться, все, кто мог, старались перебраться в Алмату, потому что если ты в Сибири, то есть азиат, ты или кореец, то есть в поселках спецпоселенческих или недавно приехавший, получается, это как бы депортированный, да, или ты кореец, или ты калмык, да, и в обеих случаях тебя сразу будут мгновенно дискриминировать на фоне, что ты предатель Родины. И там, естественно, было меньше возможностей, поэтому многие калмыки говорили, я знаю казахский, мне там карьерный рост очень, то есть будет там, я буду полезен там в системе, ну, там, если они образованные, да. Письма, да. О, да, конечно, чтобы перебраться в Алмату, и одни представители Калмыцкой академии, некоторые говорят, что это стремление, то есть очень много заявлений, переведите меня, пожалуйста, разрешите мне перевестись в другое место поселения, например, в Казахскую ССР. И они говорили, это знакомое как бы образ жизни, климатический, как бы environmental, да, окружение, и они хотели, так как они, и мы, казахи, были номадами, то есть это, ну, я с этим как-то вот не согласна, потому что это не, они вот те, по крайней мере, те калмыки, которые хотели перебраться в Казахскую ССР, они не были давно уже кочевниками, не были. Они были, то есть они претендовали на работу в какой-то, ну, в виде, например, интеллектуального труда, да, как учитель или что-то еще. И это объяснение, да, она отпадает. И я вывожу на первый уровень, что на самом деле из-за того, что там была первая дискриминация, мгновенная дискриминация на фоне антропологических, то есть физических, ну как внешне, да, по-своему, да, отличия, да, и они
больше комфортно чувствовали в Казахской ССР, где было очень много похожих. Да. По крайней мере, тут все азиаты, да. И некоторые пытались еще в Бишкек, то есть Бишкек, да, тогда Киргизию тоже переехать. Но самая главная мотивация вот это. И во-вторых, они все были русскоязычные, а будучи русскоязычными, хорошо, то есть возможности было хорошо обустроиться. И работать в системе. Да, и работать в системе. И так получилось, что я прихожу к такому выводу, не так получилось в результате своих исследований, что они все были с одного края, от Донского региона, и они все были взаимосвязаны, друг другу помогали, подсказывали, как, например, обойти систему и остаться здесь, да, возможности. Я еще расскажу про одного пастуха, то есть это такой явный кейс, и люблю этот кейс. И получается, еще они все были русскоязычные, и как минимум 3 поколения они были связаны, русской культурой через церковь, потому что у всех имена были русские? Да, русские. Или православные? Православные, русские, то есть это как бы культурно понятно, что они были потомки конвертированных в христианство калмык донских, которые долгое время были в казачестве, и когда ты прослеживаешь, видно, что их объединяет общее географическое расположение, взаимосвязанность, еще плюс уровень образованности, то есть они все были русскоязычные, и это давало им хорошую возможность здесь найти более удобные условия для жизни в условиях спецпоселения, и это очень увлекательно. История про пастуха. Да, и получается, этот пастух, его переселяют изначально в Красноярский край, потом у него был только один родственник, это бабушка. После того, как бабушка умирает, он решает, он еще был хромой, то есть физически немножко имел дефекты, и он решает бежать куда-то. И, скорее всего, я не знаю, то есть не было явных писем, когда он там говорил, что у меня окончательно, то есть место, да, я стремился в Казахстан, нет. Скорее всего, он просто решил оттуда уехать, так как очень много было проблем с работой, он там очень много страдал из-за погоды, и, молодой парень, и он объединился с другими, поехал в Абхазию. Он через Абхазию перебрался, получается, у него последняя запись была в Абхазии, в абхазской системе. То есть везде, где он передвигался, всегда за ним шла... Нет, он там говорил. Но за ним была paperwork, как это сказать, бумажки, да, как бы? Нет, он же незаконно, если бы его поймали из-за пересечения незаконного места поселения, его бы вообще отправили на 20 лет в лагеря, да, вот. Но вообще, если они легально передвигались, там была огромная папка, если куда ты, например, тебе дают возможность, у тебя бабушка, например, там в другом крае, если она умирает, и система решает, что это нормально, они тебе дают бумагу, и в течение в каждом пункте ты должен, например, показывать эту бумагу, и когда ты достигаешь, ты регистрируешься на месте, временно или не временно, и они дают телеграмму, что вот она там прибыла, номер там регистрации такой-то, да, вот этой бумаги. Это просто показать о том, что ты же работаешь с архивами, и там огромное количество этого имперского... Империя существовала на этих, во-первых, КГБшниках, во-вторых, на огромном количестве бумаги, которая постоянно следила за этими спецпоселенцами. Да, и я вообще удивляюсь, как в условиях, например, отсутствия интернета, да, отсутствия кадров, такой, как часы работающий этот механизм, да, и она очень хорошо работала. И возвращаясь к нашему пастуху, его объявляют все союзный розыск. И везде его пускают, прямо в СССР, везде его там отправляют, куда он мог убежать, или вообще там, например, пока я не знаю, как они там, это все союзный розыск работают, скорее всего, по телеграмме. Я этот вопрос не касалась, но я так нахожу все союзный розыск, в общем. И в это время он уже в Казахстане, в Ахсайской, в Алмате, ей была свинофарма, там был тогда был район Ахсайская свинофарма. Свиноферма, да. И он там работал пастухом.
Как он там туда устроился, я не знаю, но я знаю, что вот это ферме, да, работали одни калмыки, которые говорили, что они перевелись, то есть они из Абхазии, то есть одного региона, я сейчас забыла, на М, там, метро, что-то. То есть это такой сторителлинг, да, который они придумали и обманывали систему, но пытались обмануть систему. И он в 1946 году, то есть был всесоюзный перепись вот, спецпоселенцев, то есть это была проверка, да, там был такой термин специально, я забыла, и получается тогда они обнаруживают многих людей и обнаруживают, что кого-то важно писали, то есть это был такой ревизия, всесоюзная ревизия спецпоселенцев, кто-то умер, кто-то этот, и получается тогда они обнаруживают многих людей, которые не были регистрированы, и этот запутанность они там пытаются выяснить, потому что многие там из войны, с фронта там прибыли и так далее. И он тогда им говорит, что в системе, да, я здесь из Абхазии, оттуда перебрался сюда. На самом деле уже действовал розыск, но этот розыск в Алмату не, ну как бы они пока вот обнаружили. В 1949 году по результатам ревизии выяснилось, что это человек, который был в розыске, и они там обнаруживают, что у него там была ошибка, что-то такое, но видно, что человек бежал, он с помощью своих соотечественников просто хорошую, годную для системы, да, объяснение придумал, и все вокруг подтверждали, и он, получается, как бы не попал в лагерь. Это как бы такая вот коллективная забота друг другу, что они друг друга подтягивали, помогали там, кто что должен сказать, что должен писать, а он неграмотный, то есть он не может писать, что-то еще за него там со слов его там писали, а он там говорил, там, я оттуда там в 49 году, а когда у него спрашивают, а как ты там вообще оказалась, он там тоже что-то придумал, но сейчас в деталях я забыла, но в статье есть, и я там говорю, вот здесь нестыковка, вот это. И это, ну, как бы год назад написала, я сейчас уже забыла, какая там детали, да, нестыковки не складывались, и таких кейсов очень много, что алматинские, вот те калмыки, которые, они очень друг друга знали, и они даже если перебирались, они знали, куда идти. И еще другой кейс, очень знаменитый, который везде ходит. Одна женщина, она тоже бежала, ее поймали, к сожалению, и отправили в лагерь на 20 лет. Но у нее осталось... сына 13-летнего, его отправили в детдом, потому что там был специальный детдом, куда отправляли таких детей, да. И там такая стыковка, опять-таки же, как она вообще туда перебралась, и в конце... И вот сын, которого передали в детдом, он поступает именно в тот колледж, где она работала охранником. То есть там уже тоже люди за друг другом присматривали, да, через год там всегда вот такая была тоже человеческая сторона, как люди пытались выживать, обходить систему, чтобы обойти, не привлечь больше, да, вот наказаний, то есть вот. Ужасно. Получается, это так интересно, то, что ты рассказываешь на основе исторических архивных документов, которые действительно, как сказать, империя сохраняла, потому что я тоже видела эти документы, мне показывают, это очень интересно, что все это именно на этом держалось. И как это идет вразрез с понятием дружба народов, потому что очень много людей, когда они ностальгируют по Советскому Союзу, они пытаются сказать, там же все так было хорошо, вот там народы между собой дружили, но при всем при этом ты рассказываешь те ужасы, в которых этничность использовалась как оружие против определенных групп людей. Это же период, когда вот начали официально продвигать вот межэтнические дружба народов, вот это начиналось послевоенные, да. Я сейчас к этому приду. И, наверное, мы потом перейдем к производству знания, да, как это все. Получается, внутри спецпоселений, это общеизвестный факт, была иерархия в Казахстане, иерархия этнических групп. Там в топе стояли славянские русскоговорящие, туда входили и немцы, будущие спецпоселенцы, потому что культурная общность, мы сейчас
знаем, что культурная общность принадлежит к одной церкви, выходить из исторически с одного мировоззрения и разделять язык, это очень помогает тебя рассмотреть человека как своего, да. И получается, все русскоязычные, это русские, украинцы, белорусы, немцы, поляки, они все были конгломератная идентичность, которые имели привилегии, они имели больше хорошей работы, это в Казахской ССР. И это не мое исследование, я просто основываюсь на других исследованиях, говорю. И они были то есть у них были самые лучшие возможности. А потом в середине были калмыки, корейцы, так как корейцы, они в основном здесь русский язык, потом религия, да, в прошлом, хотя в Советском Союзе пытались все отказаться от религии, но все равно она была фактором большим, то, что мировоззрение, да, адаптироваться, найти общий язык. И потом калмыки, они были в середине. Нужно знать, что я говорю про именно алматинских калмыков, потому что казахские они отличались, так как они были не русскоязычные массово, а в Алмате все были русскоязычные, как я раньше отмечала. И получается, потом уже шли казахи, которые не спецпоселенцы, уйгуры, узбеки, у которых не было языка, то есть достаточно уровня, да, на первом... Хорошего русского языка, то, что считается хорошим. И у них была религиозная совсем другая принадлежность, и это тоже культурная, получается, слэш. И они были после. А крымские татары где были? Крымчане? Они, если это образованные люди, но групповой, они были где-то здесь, после славянских и после корейских, потому что, или между ними. В самом внизу были кавказские группы, потому что у них большие были резистенс, да, как это, сопротивление к системе. И получается религиозное, и клан, получается потом самое интересное, очень много столкновений было между кавказской группой и казахами, например, да. И я, например, исследований очень жду, если кто-нибудь будет делать, пытается выяснить, какие факторы это была, например, какая-то травля, да, системная. Это тоже, если, я не страдаю параноидальными идеями, но все равно это тоже может быть. Я не знаю, а может быть просто там другой психологический момент заиграл, я не знаю, да, и получается... эта иерархия существовала с точки зрения доступности к лучшему качеству жизни. Это работа, образование, да, эти все. Так как Советский Союз, как машина шла, пыталась всех советизировать, для нее не было времени, и это так получилось, что в таких условиях такая иерархия этнических групп в Казахстане сложилась. А уже после того, как отменяется, то есть пересматриваются репрессии после смерти Сталина, начинает работать 2 года комиссия по пересмотрению этих репрессионных действий. И по результатам этой комиссии в 1956 году уже, то есть, 3,5, 2 с чем-то года, да, в 1956 году официально Хрущев будет осуждать, да, что мы там, с этого периода, до этого были такие постепенные смягчения, они пересматривали массово дела, и потом многих освобождали, или там какие-то скидочные, льготные, например, правила, допустим, там в 1954 году, как члена семьи к члена партии освобождали, например, да, или там позволяли... И позволяли вернуться на родину? Нет. Вот это важно. Да, потому что в бумажках всегда было написано «навсегда высланы», да? Да, и самое главное, здесь же очень много категорий, и нельзя забывать, что не все репрессированные имели одинаковые условия, как я отмечала, кулаки или там другие. Например, могли они после 1953 года, это называется до 1956 года, период смягчения, да, и они могли, например, если это дети, это член партии, это член семьи члена партии, его освобождали и говорили, вы можете передвигаться спокойно, да, но здесь нужно учитывать, что корейцы, они не относятся к наказанным народам, и у них изначально были другие условия, они изначально могли передвигаться, допустим, то есть, интересно. Да, и так как это было до 30-х годов, да, депортации, и
получается, 1956 года, когда уже комиссия заканчивает свою работу, вот официально начинается такой массовый курс реабилитации, вот восстанавливаются определенные автономные районы, области, потом уже те республики, и там, например, крымских татар и относили немцев, да, им не восстанавливают, а остальным восстанавливают. И калмыки в начале 1953 года могли спокойно передвигаться, и очень много было, первой же возможности, очень много было оттоков в Казахскую ССР, например, сибирских регионов, да, там буквально за 2 недели из 15 человек там, до 500, например, в Мангистауской области. И, ну, вот тогда была Гурьевская, да, Гурьев, да, и потом, когда им уже восстановили автономную область и республики, они начали возвращаться к себе, республику, но крымские татары не могли возвращаться в Крым, им сказали, вы можете свободно передвигаться, только не можете вернуться к своей вот земле, да, ну, это такое... А это то, чего они больше всего хотели? Да, конечно, там люди первой же возможностью оставляли, особенно центральные, северные районы, да, вот где больше всего были ужасные условия, и они, например, перебирались, например, в юг, допустим, да, и 56 года, 54 года начинается активная кампания «Целина». Да? И в связи с этим очень много уже по другим причинам добровольно в результате там, кампании большой переезжают другие представители других этнических групп, да, то есть, и получается, вот, все насильно переселенные, они обратно, потом на их место приезжают другие, и это все уже микс. И вот этот момент очень активно идет интернационализация, межэтнические отношения, там, дружба народов, и тогда уже возникает вот это очень довольно, то есть целое поколение реально разделяли вот это видение, особенно те, которые добровольно приехали, например. Но это же все равно было все иерархично. В дружбе народов всегда была очень строгая иерархия. Ну, я соглашусь, но так как я вот именно иерархии период Целины не исследую, ничего не могу сказать, да, но я тогда вот думаю, что это там очень много было ошибок. Даже по тем же каким-то агит-постерам и так далее всегда было видно, что в центре стояли русские, женщина и мужчина в белом, блондины, голубоглазые и так далее, а по бокам стояли все остальные, в зависимости, там, например, зачастую украинцы, молдаване, потом грузине, и центральные азиаты всегда стояли в конце, и они были темнее намного кожи, и всегда они были в своих национальных костюмах. Но во всем этом читалась такая очень колониальная политика, что разделение, колониальная политика иерархичности, да, что кто на каком месте стоит. Я ни разу не видела постера, я не знаю, ты видела, где бы в центре стоял, например, крым-татарин или калмык, а вокруг него там в конце стояли бы русские. Я, честно говоря, постеры не разглядывала, но когда, ну, извините, у меня была задача по своей другой теме, когда я писала статью по Пешвармах, да, это отдельная тема, я перечитала, то есть не перечитала, я перелистала все написанные по теме Целины литературные произведения, потому что есть такой целый цикл, как говорится, Целина, и ты пойдешь вот это все читаешь, потом думаешь, боже мой, вообще, хорошо, что я тогда не жила, я так шучу, конечно, но тоже, и там всегда такой образ, когда вот такой мальчик, смуглый, казах, но это всегда, так как это был в Казахстане, там всегда такой образ, мальчик-казах, который начинает общаться с соседями, да, и эти соседи целинники, представители, например, больше вот русской и русскоязычной культуры, и он начинает учить русский, соблазняться, например, там, колбасой, допустим. И это так описывается так увлекательно, прям красочно. И я-то ищу, если Бешбармак, например, да, поэтому все, что касается еды, я там читаю. И такой был тоже момент, когда вот описывается, как шла вот взаимовлияние культур, но при этом культуры влияют только на казахов, да, то есть вот это одна макость, я вот это только как бы замечала, но я специально не исследовала, но это как когда ты много листаешь, и, допустим, из 20 книг, там всегда есть там 2 линии, да, и там всегда казахи образовываются и становятся, например, говорить на русском, и там, вот это все, одежду менять, там... Хотят становиться колонизаторами. Да, там играет и это чувствуется, но
тема интересная. Постеров я не смотрела, одним словом. А я боюсь это договорить общее, если я не исследую. Есть, мы тоже проводили интервью с людьми, которые учились в позднесоветское или даже советское время, и там даже вот в азбуке у нас была Алипе, просто у нас такого не было ужаса, а вот у кого-то в азбуке была именно вот эта вот градация, кто-то в центре русские белые, по центру потом молдаване, украинцы сбоку, потом грузины, армяне, потом азербайджанцы, не знаю с кем, и потом в конце стояли таджики, узбеки. Но меня больше... Казахи где-то тоже там под конец. Наверное. И меня больше, как бы так забавляло читать, как они писали казашонок, да? Казашонок, потому что там не че, даже казашонок, и там даже песня же есть. И опять-таки же это связано с тем, что... Я знаю, что ты уже много где говорила про бишбармак, но давай об одеколон тоже расскажем, почему бишбармак — это неправильное название. А у нас есть время? Да, бишбармак это важное блюдо, считается, в Казахстане, но вообще еще в Центральной Азии, его везде едят, и в Нукусе. Я же казахоязычная, я росла в казахязычной среде, и я никогда в своей жизни не слышала, что это был бишбармак, а я ребенок, например, независимости. Я там училась, когда вообще системы не было. И я думала, что, может быть, это издержка моего образования, потому что школьное образование у нас не было учебников, это был как раз такой переход, когда советские убрали, но новые не успели выпустить. Это вообще... На казахском. На казахском, на русском, неважно. То есть, конечно, в городе, в селе это же отличается всегда, да. И я, получается, еще плюс мой отец, он был ярым коммунистом, а потом, естественно, он стал националистом, да, если можно это сказать, и он нас просто как вот казахша сөйлейміз. Я думаю, может, это как бы вот мое окружение, потому что все так стали. Это тоже наш исторический такой момент, что они сейчас там, это именно то поколение, которое хотят Чингисхана казахом сделать, хотят там всех, чтобы там, я, знаешь, я так думаю, наблюдая из своего опыта, так как вообще думаю, или даже наши исследователи, которые там кандидатские свои писали, там партию восхваляли, а тут сразу Золотая Орда казахская, или Золотая Орда. И это, мне кажется, нормальное явление для любого когда меняется режим, постколониальное, вот все. И возвращаясь к бишбармак, я когда вот росла и всегда вот слышала, мы же всегда читали казахов только, да, и казахские классики, мы всегда там пытались там на казахском говорить. И не было слова бишбармак. И когда их слышали, у людей было всегда такое вот реакция очень злобная, да, то есть они злились, мы так не называем, вообще у нас ед. И когда вот я уже студент, начинаю, что многие люди на релакс, спокойно, там для них это бишбармак. Но потом читаю, то есть вот этот вопрос, он без конца вроде бы так ходит, я решила разобраться. И это вообще было самым лучшим решением, потому что я так думаю, на этом фоне многие сейчас как бы в правильное время, да, и для меня это был самый главный первый вопрос. И я начала исследовать, и я сейчас аргументирую тем, что колониальный период очень было региональное название бишбармак, которое реально возникло, исходя из встречи двух миров, да, вот колониального, колонизатора с колонией, там, кочевого со седлым, там, исламского с христианским, то есть вот это все совсем разные, когда встречались, они же коммуницировали через татарский язык, да, то есть Центральная Азия, Казахская степь, и вот этот период в Оренбурге сложилось региональное название, которое было везде фиксировано бишбармак. Я это так говорю регионально, потому что даже у башкир именно вот все отмеченные ресурсы, где говорят бишбармак, они относятся только к одной вот южной части, да, то есть это все объединяется Оренбургом, то есть это как бы отдельная другая история, почему это региональное, но когда вот Советский Союз, у нас же образование в Академии наук, академическое, она начинается с возникновения, создания Академии наук, именно вот история, археология, этнография — это
с середины 40-х, то есть 46-го года начинает активно работать вот этот сектор. И тогда уже начинаются вот все исследования системные. Но когда и туда отправляли людей, у нас так как бы все кадры отправлялись с центра, они приезжали в Казахстан со своими знаниями на основании вот этих фрагментарных знаний, которые существовали когда-то, вот так, записи. И они приезжали, у них была задача, первый курс исследования, это было, неважно, что было, исследуйте, как идет колхозизация. Это 46-й год и начиная до 50-х. И люди ездили, записывали, у них как бы программа спущена с центра вот, Института этнографии, Академии наук, это все русскоязычные, да, с образованием у них вот оттуда, от центра, и они приезжают и начинают записывать, а это как бы 3-4 человека и все, максимум, да, там нет такого потока. И они пытаются охватить весь регион, исследуют как идет колхозизация, это означает советизация. И пишут как на вот бишбармах. То есть здесь даже не бишбармах, а бишбармах. И это связываю с тем, что вот именно Захарова, которая была, она исследовала культуру. Главный этнограф, получается. Да, одна из таких главных, у которых оставались записи как бишбармах, которую использовали как отчетные тексты начальник сектора этнографии, потому что начальник, это как работает, есть начальник, потом есть пару этнографов, и они выезжают, потом пишут свой отчет, и этот начальник, он же не ездил, очень много работает, да, это такой период, и он начинает в совокупности собирает вот эти отчеты, да, можно так говорить, да, да, наверное, можно говорить, и получается, он пишет отчет, и эта отчетная статья, так называлась, она опубликовалась в известиях Академии наук Казахской ССР по сектору истории, археологии, этнографии. Да, то есть, вот там наш этнографический сектор, я ездил на экспедицию в этом году, 2 области, и мы там вот это, да, и там, получается, в начале 50-х появляются его отчеты в конце 40-х, и там один тот же формулировка циркулирует, например, в 3 статьях, и так кажется, что людям такое существовало. На самом деле, если так смотреть, это про одни и те же исследования, про одни и те же экспедиции, и это вообще отчетная статья, и еще эти экспедиции были проделаны только Захаровой. А потом Захарова начинает менять свое описание на бишбармах, потому что они уже начинают узнавать, коммуницировать с местными исследователями, которые аспиранты, то есть вот это все, да, вот дело времени. И она начинает менять на бишбармах. 5 пальцев. Да, то есть, они обратили внимание только на без, потому что у казахов нет же не биш, да, как написано в доколониальных источниках, нету у нас не биш, у нас есть без, если мы говорим про пятипалое блюдо. И они И они думали, что это правильный перевод, но при этом у нас есть бармах, есть только один, потом есть без бармах, это пальцы ног, это как на английском у нас пальцы ног, если это множественное число, тогда это бармахтар, да, а если это пальцы рук, это саусахтар. Но они на это не обратили внимание, самое главное было 5, чтобы это грубейшая ошибка не было. Может, они думали, что мы ногами едим? Я не думаю, что они думали. Это другой вопрос. И получается, потом до 60-х, до конца 50-х они начинают писать везде, что бишбармах это синоним ед. Типа казахское блюдо ед это синоним без. И тут самый главный актор моего внимания это Востров и Захарова. Они вот, например, Востров в своей диссертации пишет там бишбармах, потом начинает писать бишбармах, в одной 3 страницах описывает пищу, а там такой бишбармах, а потом пишет такой бишбармах, я так думаю, боже мой, да, просто так им было это не важно, да, и потом в своих исследованиях он начинает менять, что бишбармах прям, это же как бы публикация Академии наук, она же все равно идет там определенную вот проверку, и они начинают бишбармах. И самое интересное возникает в конце, уже они приходят к такому времени, что это была ошибкой. И они выходят из ситуации тех, что бишбармах отдельное блюдо, хурдах отдельное блюдо, ед отдельное блюдо, русский текст. Но это уже поздно, потому что бишбармах как синоним ед, она уже гуляет везде. Пока эти идеологические работы все они там пишут, что вот бишбармах, и сказку Институт литературы, он собирает и выпускает
как народная память 3 тома казахских сказок на казахском. Естественно, они собирали на казахском, потому что на казахские сказки. Потом они его переводят, естественно, на русский. И на казахском везде есть ед, пишут ед, а тут в переводе всегда без пармах. И так уже начинается начало различия двух миров на основании языка, потому что все писатели, все газеты, журналы, все русскоязычные начали писать без пармах, без пармах. А все казахоязычные остались на ед. Да, то есть я там специально листала все вот... А курдак где остался? Он такой in the middle, да? Курдак — это сезонное блюдо. Да. Почему они именно показали курдак? Потому что колониальный период многие чиновники в своих записях, они же постоянно писали вот эти отчеты годовые, да, вот, они писали иногда, то есть писали в конце уже 19-го, что бишбармак — это синоним курдак. То есть там вообще без путаница, и поэтому они там пришли, что это вообще что-то не то, и начали вот в главном труде 60-го, 61-го, где вот народы Средней Азии, Казахстана, который вышел, опубликовал Институт этнографии СССР, где раздел, каждая Академия наук писала, например, свои разделы, да, например, а наши писали раздел Казахстан, да, Казахский СССР. И там уже она описывается как 3 блюда. Но при этом там уже газетные журналы, СМИ, масс-медиа, они там уже рассматривают по всю полную как без пармах. И самая комедия начинается возврата без пармах, когда один исследователь, он пишет про казахов Каракалпакстана, и он пишет без пармах. Но тогда уже вырос Халил Аргамбаев, он там со своим коллегой говорил, что ой, здесь как бы у нас нет такого слова бишбармах, что-то вы ошибку совершили, там, как рецензия, да, это в главном журнале советской этнографии. Почему я этот кейс рассказываю? Потому что он авторитет мнения. Так как я сейчас рассказываю, там все начинают там думать, что ты знаешь вообще? Я казах, я все знаю, там, да? Да, а то, что ты там исследуешь, это все, ну, как бы не стоит моего внимания. Ну, еще плюс потом союзные литературы начинают обозначать бешбармах, еще плюс это связано, многие литературы, которые писали по целине, про идеологического характера, везде писали, начали писать бешбармах. И она была повсюду 60-х до 70-х и дальше, да, поэтому, например, элементарно, вот Ануар Дюсембиев, он писал свой стих. Если этот стих, сборник, опубликован в Алмате, то есть в 1972 году переводят, то есть в 70-й выходит его книга, одна книга на казахском, его переводят через 2 года, опубликуют на русском в Москве, а там написано «Бешбармах» в моем доме. И потом его перепечатывают в 1973-м в Казахстане, в Алмате, а там «Бешбармах». А на казахском так и ед. На казахском вообще нету. Он же про дом писал, то есть он там, когда, ну это как бы в этом стихе нету, а на самом деле казахи писали везде ед. Этому яркий пример газет «Казах Адибеты», да, которая там с 30-х и системно начала выходить 40-е и дальше, 50-е. Я начала смотреть только 50-го до 91-го года, потому что предыдущие не смотрела. Ну, это как бы чисто такой исследовательский подход, и там везде ед, потому что именно в этот период вот это шла путаница ед, бешбармах, без. И получается, уже везде, и плюс параллельно действовал вот это понимание бешбармачничает. А что это значит? Давай объясни. Ну, про это, кстати, писал 70-е один антрополог американский, то, что вот он там описывал. Он писал не про бешбармах, а он говорил, как редактор газеты «Правды» писал очень про свое ощущение, как он был гостем, и его отвращал, как смотря, как казахи едят руками, да, то есть он там про это писал. Но бешбармачничать это тогда имел такой контекст, если кто-то, казахи между собой говорили на казахском или размышляли, что такое антиобщественное, это означает советское, да, что-то вот антисоветское, да. И они говорят, они что-то мутят, это они бешбармачничают. И это было видно, в газетах писали, и про это Мухтар Ауэзов писал в своем романе «Уискин Уркен» 3 страницы, про что я люблю говорить, потому что некоторые товарищи, говорят, что типа это как признак использования бешбармаха, и он говорит, что, то есть такое событие, там это роман про людей советских образцов, там главный герой Нил Карпов.
Его описывается очень такой советский, честный. Нил Карпов. Да. Он был исковиком какой-то области, Казахской ССР, и они едят вместе с казахскими товарищами, которые тоже перспективные, будущие, яркие, советские люди. И он говорит, у казахам нужно перестать, то есть отказаться от традиции преподносить голову барана. И он говорит, есть хорошие традиции пережитка общества, да, хорошие есть пережитка общества, и нам нужно пересмотреть, как советским людям, нам нужно пересмотреть, и вам, казахам, нужно пересмотреть, потому что в прошлый раз, когда делегация из Индии приезжала, и эти люди мясо не едят, а им еще преподнесли как бы свою голову барана, вам, в общем... Сваренную. И он говорит, вам нужно перестать пихать свою культуру другим, и самим, нужно перестать есть бишбарма, есть голову барана, а это же главный для гостя, самого уважаемого, такой символ нашей культуры, и потом один, то есть диалог идет. Один говорит, Нил Карпов, для вас это анархия, для нас это традиция. Потом он начинает разжевывать, почему это анархия, почему вы должны отказываться. И он говорит, а вот против слова выражения бишбармачничать я возражаю, то есть я это не разделяю, потому что мы же не говорим пловничает, мы же не говорим там, как там было, шашлычничает, да? Он там несколько примерно и бешбармак, он говорит, не бешбармачничать говорит, потом говорит, бешбармак это национальное блюдо казахов. Так нельзя их извращать, это же не водка, чтобы люди ее извращать, поэтому я против, чтобы говорили бешбармачничает. И это, получается, среди социума она имела такой оттенок, что бешбармачничает. И вот это все происходило, потом уже мы до независимости дошли, а там уже дальше путаница произошла чисто из-за тупизма нашего. А потом сейчас мы кыргызы, башкиры, татары, все деремся за бешбармак, потому что казахи один раз попытались, потом второй раз у них получилось, и Гиннес рекордов. Самое большое приготовление национальное блюдо, бешбармак там не было ли, и это. И потом кыргызы сказали, это бешбармак наш. А при этом видео смотришь, там совсем другие блюда, и всем пофиг, всем бешбармак дайте. А потом начинают, в общем, вот эти все активности других, и потом люди такие, давайте не ссориться, это наше общее турецкое, а это колониальное, не турецкое. Турецкие народы там, но я считаю, что это такой явный кейс постколониального общества, когда ты начинаешь ссориться между собой, да, из-за незнания, за придуманные колониальные конструкты. Раньше я злилась, сейчас не злюсь, мне очень забавно про это рассказывать, и я больше пытаюсь разное, как это все влияет. Он даже само приготовление, объясним тем, кто не знает, что это, если приезжает важный гость, то зарезают барана, и поэтому голова потом долго варится, ее подают вместе на табаке, отдельно, без ничего, и человек должен ее разделать, там целый символ, ритуал того, как это делается, да? Да, то есть почему он отличается, это опять-таки же, например, недавно я узнала, что Хрущев говорил, что он придумал новый вид бешбармака со свинины. О, боже. Да, свинину. Это на конференции Алина Схара там он говорил об его воспоминаниях. А потом я сама читала в других исследованиях, когда казаки наши уральские, они говорили, мы научили казахов, то есть у них такой был, это не я придумала, фишбармак, то есть это мы всегда были там возле рыболовный, да? Это означает, что для них это было просто мясо, кусок мяса, неважно какого, да, с тестом. Но для казахов национальное блюдо, там смысл совсем другой, там неважно вареное, тесто или там рис, да, или вообще мясо. Ничего. Самое главное, там набор джиликтер, да, мы это называем, да, разные куски мяса, да. С костями, которые каждый имеет свою символическую значимость. И когда я тебе, например, преподношу определенный набор, да, я тем самым подтверждаю твою социальную отношение ко мне, статус, да, ко мне, и ты, принимая это
подтверждаешь свою, что ты принимаешь статус. И это получается целый такой Ритуал, и это общество на этом держится, и для многих людей это очень важно, получить свой кусок. Да. А потом смотрят вне культуры люди, такие, что кусок мяса, да, вот, с тестом еще, короче, не полезно. Нет, но на самом деле он же потом терпит изменения, потому что, как выдают в городе, это просто много теста, и сверху мясо, и его не раздают, ты сам себе накладываешь. А аулда, ты приходишь, я очень люблю аульский ед, ты приходишь, и тебе сначала первый раунд тебе дают кости разные, действительно по статусу, и ты там теперь ножик дают, но раньше, наверное, потому что пальцами, потому что мясо нужно было разделять самому. И это самая классная часть. И только потом тесто, оно уже тебе особо не нужно, потому что ты уже мясо наелся. Ну, я люблю тесто. Я потому люблю что я же мясо. вообще, да, росла вообще в нищете, и мы там только на тесте, ну, мы все росли. Ну да, это поколение, тоже да, классовое, вот 90-е, да. это там вообще еды практически не было. Про сладкое. То есть это не все мое детство, но я часть, которую я запомнила, да. Я тесто люблю, это мое поколенческое, но казахи же сами по себе начали есть тесто только в 20 веке, и это ассоциируется с нищетой, когда был голод, потом хлеб и соль, вода, да, то есть, и это все, например, ед зависит, это мероприятие массовое, или это личные, как бы отдельно принимают, скромные, ты поехала к своим родственникам, да, и они такие, вот Диана Хилижатор, да, и начинают для тебя специально хранящие только для тебя, сред. Да, вот этот набор специально готовят, потом ты получаешь свой кусок, да, и ты можешь, кстати, обидеться, уйти, что тебе не сохранили, что про тебя не думают, но это же очень красиво и очень для меня, например, очень важно, я смотрю, как люди реагируют, это вот такая глубокая, да, вот разговор через костей, да, и, это же все отпадает, когда ты просто говоришь, это вареное мясо, это очень легко делать, давайте, в общем, тесто, я говорю, вообще-то про это теста нету, и, к сожалению, многие люди, особенно даже среди историков, например, один мне говорит, ед это просто ед, типа. Это просто мясо, просто переводится. Да, типа, и вообще еда не важна. Ты вообще блондинка там делаешь, я не про еду, да? Но я вижу совсем по-другому. Это целый мир, и я вот... Целое знание. Да, это целое знание. Но опять-таки же мы же еще вот, если ты откроешь какую-то книжку «Казахская Дастархан», это какой-то непонятный набор рецептов, и ты не знаешь, это когда было, да, кто был, потому что Казахстан большой, да, и, ну, любой, даже Кыргызстан, если взять, там же тоже региональные отличия есть. И, например, у кыргызов тоже есть уралхан нет, и у них тоже есть деление костями, но у них вот эта расшифровка, то есть отличается от нашего. Например, допустим, если у нас там тесто для, допустим, условно, да, я там читала и забыла какие расшифровки, но там немножко по-другому расшифровывается. Но философия одна. Ты подтверждаешь статус друг друга, и через это у тебя устанавливается связь, да, вот эта культурная. И я вообще думаю, когда это был рецепт, там, в каком регионе, там какие-то страшные рецепты, которых я в жизни не видела, и говорят, это казахский дастархан, и тебе объясняют, и я говорю, ну, извините, казахский дастархан, это какой казахский дастархан? Мипалау, это казахское? Конечно, казахское, но... региональные отличия тоже есть. То есть я не говорю про мипалау, но там же есть... Там есть очень много блюд, которые я никогда в жизни не ела, да. И как это может быть... И не знала. Ладно, я могу не есть, потому что это, может, регионально. Но это все... Кстати, это такой большой момент. Есть у нас одна книга, единственная, «Казах Дастархана», то есть это считается научной. Остальные это как бы научпоп, там, спустились, там, решила написать «Казахский Дастархан», пишешь, там, ищешь там источники, и даже источники не пишут, даже список литературы не пишут, там, со своей головы там взяли, да, написали, и тут там, ну, и еще ты не должна спорить с этим, да, там везде ходят, придумывают всякие рецепты, я вообще думаю, блин, ну, а как же опыт советский? То, что мы там все... сколько, целое столетие, да, это все трансформировалось, и у нас казахский дастархан давно перестал основываться на мясе и тесте, как, кстати, вот Похлебкина, постоянно на него жалуюсь, он же очень знаменитый историк, который писал про еду, и все школы, которые готовят будущих поваров, ну, по его книге это делают. Специалист общественного питания, да, повар это может быть оскорбительно. Да. Советского периода есть самое главное 2 работы. Это книга о вкусной полезной еде, через которую рассматривали советское меню, да, и автор Похлебкин, который писал «Кухни наших народов». До сих пор все постсоветские
школы кулинарные, которые, техникум, неважно, которые готовят будущих специалистов общественного питания, они пользуются в этой части, у них же в силабусе очень такой маленький процент, да, этнические, то есть народные кухни, они используют Похлебкина. Просто копипастят его. А там он объединил казахская кухня с кыргызским и говорит, что казахская кухня это вообще очень простая, скучная кухня. Я там, когда первый раз читала, я там упала, да. Ну, и это, представляете, она перепечатывается. Потом он говорит, в казахской кухне не было супов. При этом вся наша жизнь повседневная, она была только на куже. То есть сорпа это как бы чай съед, но куже, вот супы, это кайнак куже, да, вот это все варят, некоторые злаки, или там кусок мяса, вот это, на этом и питаются, особенно летом, зимой, там не каждый день же, или там не каждую неделю они ели, это был только один раз в год праздник. Они бы разорились, да, если... Да, ну еще же, когда ты сам ухаживаешь за, то есть это... Тортулек это твое все, да? Ты не можешь это есть. Например, я тоже росла, видя, как ухаживая, да, я не могу есть просто так очень много мяса, потому что я всегда думаю, как он вживую, да, выглядел, например, да. То есть это такая вот интересная философия у казахов, там, как мы не любим мясо, но при этом когда они просто так не употребляли, то есть там была всегда мера, да, нормированная доза, и обычно это происходило один раз в год, очень много мяса, очень много кумыса, да, если так в идеале говорить, это один раз в год, там, ас или там какой-то то, и все, а повседневно это все было на куже. Я так думаю, блин, и это же все транслируется, и самое главное, я об этом задумалась, когда мы хотели экспериментировать и то есть экспериментировать старые рецепты. Неважно, это казахские, там советские, которые когда-либо ели наши бабушки, и они там рассказывали, это мой вкус детства. Да? Я там собирала и собираю, и эти рецепты пытались экспериментировать с представителями, например, шефами, да. Я от двоих слышала, что как бы, ой, казахская кухня, там нечего экспериментировать. И я перестала с ними работать. Но я их винить не могу, потому что у них школа, вот майндсет, да, или, не знаю, мировоззрение так воспринимает, что нечего там экспериментировать. Но опять-таки, что такое казахская кухня, да, и как ты его знаешь, и вообще как мы его знаем. То есть это другой вопрос. И вот эта вся тенденция, которая сейчас, например, очень много вот казахские этно-кухни, которые там говорят, это национальное, на самом деле это же аутентичное и авторское, да, то есть ты там просто пытаешься или... Все равно очень важно разделять и показывать региональные, общие, там, какие-то временные рамки, потому что период же это очень важная вещь. Например, до колонизации у нас совсем другой образ жизни, да, а после это совсем другой, и она варьировалась от региона, еще плюс советский период, там совсем другие опыты, да, и сейчас, например, глобализацию тоже не выкинешь, и там какой-то держать образ в голове, когда мы там все ели мясо, и были мы как-то не времени, да, там не какое-то пространство плавающей кухни, которое не меняется. И эти книги меня реально раздражают. Да, нужно деколонизировать Похлебкина. Да, я пытаюсь, то есть это в листе, о котором я хочу написать статью, то есть я постепенно туда кидаю информацию, но пока это же время, да, ресурсы, я пока туда не дошла. Но я надеюсь, дойду и буду его обвинять, что он очень колониальный подход, а при этом он там грузинскую кухню восхвалял. И я вот эти восхваления часто в воспроизведении этих восхвалений вижу сейчас, например, да? Алия, где можно нашим зрителям тебя почитать? Есть какой-то ресурс, где можно все это почитать? Нет, я вообще архивный, как такой червь, библиотечный червь. И у меня есть как бы сама своя страница в Инстаграм, я там практически иногда по настроению вкладываю фото или там сторис, и все. Ну, я слышу, что мне нужно писать, но я не могу писать, я не писатель или не тренирована, да, писать на какие-то другие тексты. Я была бы счастлива, если я закончу хотя бы свои эти научные, да, исследовательские работы. И вот время от времени я вот хожу на какие-то подкасты. И... Ну, но все это опубликовано, если забить твое имя в Google, то что... Да, где-то есть. И... Надеюсь, это все будет потом организовано. Ну да, там от фокуса, от контента очень много зависит. Например, я не рекомендую слушать мой, да, это мой судьба, это мой большой провал. Я там себе не нравлюсь. Вообще, поэтому можно слушать другие подкасты на казахском. Можете слушать Одеколон. Да, можете слушать Одеколон, да. Спасибо большое за приглашение. Очень увлекательно.